Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Я перезапустил трансляцию. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задаете мне онлайн. Хочу сразу предупредить, что в случае, если вы чем-то болеете, обратитесь к врачу. Самый простой и действенный способ помочь человеку – это все-таки обратиться к врачу. А когда не можете обратиться к врачу или то, что вы делаете, вам не помогает, вам помогу я со своими советами. Надеюсь, трансляция будет интересной. Итак, меня зовут Андрей Дуйко, я руководитель и основатель компании «Тибетская формула». И прямо сейчас на моем сайте «Тибетская формула» вы можете написать свои вопросы. Сайт «Тибетская формула», его найти несложно, просто введите в гугле «Тибетская формула» и перейдите на сам сайт tibetan-formula.com. Здесь войдите в вебинары, сейчас буду читать ваши вопросы. Также дублируется у нас чат в прямой трансляции, и здесь я тоже вижу, как вы пишете. Галина Силаева, доброго дня, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, Галина Силаева. Ольга Лан-Маньеро, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, здравствуйте. Ну что, давайте буду отвечать на вопросы. Надеюсь, теперь появился и звук, и все остальное. Светлана, здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня при разговоре появляется такое ощущение, что между носоглоткой и горлом как будто какая-то слизь, но наружу ничего не выходит. Как это убрать? Это, скорее всего, связано с аллергией, и это у вас аллергическая реакция. Она очень частая. Илцетрин или какие назначит врач. Тем не менее, есть народный способ убрать это. Это питье соды. 1 чайная ложка соды на стакан теплой воды. Утром обычно где-то за 7-10 дней это все исчезает. Пробуйте, очень эффективный способ. Также можно и то, но лучше все-таки корень одуванчика. Я считаю, что сейчас, во время того, когда есть одуванчики, лучше поесть одуванчики. Это уникальное средство, избавит камней в желчном пузыре и камней в почках. Великолепное средство, очень рекомендую. Владимир Дубовой. Андрей Андреевич, здравствуйте, здравствуйте. Можно ли как-то почистить сосуды народными способами, не применяя статины? Конечно. Существует уникальный метод. Я сегодня даже записал видео такое о том, как убрать заболевание глаз, которое обычно формируется на фоне атеросклероза, макулодистрофия, что тоже является производным склероза, атеросклероза. И, как известно, существует определенный вид и есть история. Когда-то, несколько дней назад, я встретил человека в Киеве, которого приехал в ГАИ, мне нужно было, и там встретил своего друга, которого я не видел, наверное, лет 12. Когда-то он у меня лечился, и у него было очень тяжелое поражение глаз. Должны были делать ему операцию, у него -6 было и -5 там со зрением, и плюс было у него макулодистрофия и там проблемы сетчатки, там то ли была, то ли не было катаракты, но глаукома точно была. Я помню, он там пробовал лечиться моими методами, ничего не получилось. К сожалению, ему препараты никак не помогли. Он потом ко мне пришел, я говорю, я могу вам вернуть деньги. Он сказал, что не нужно ничего, он себя, в общем-то, лучше чувствует и надежд никаких не питал. Будет обращаться к офтальмологу и так далее. Там ему предлагали операцию, и потом на время, вот на 12 лет я с ним потерял связь. И когда его встретил, то лицо узнавал этого человека, а кто он на самом деле никак не мог вспомнить. Его зовут Олег. А потом я вспомнил, он говорит, ну я Олег, я у вас когда-то пробовал глаза лечить, но вы мне очень помогли. И я вспомнил, что когда он ко мне приходил, он приходил в больших таких очках с линзами, а он сам не киевский, а из Полтавы, а сейчас переехал и живет в Киеве. И говорит мне, вот, Андрей Андреевич, большое спасибо, вы мне тогда 12 лет или 10 лет очень-очень помогли. Большое спасибо, ваш метод мне очень помог. Я вылечил свои глаза, ну и сейчас снял очки, вообще идеальные глаза, идеальное зрение. Я несколько лет подряд практикую лечение, которое вы мне назначили. Я говорю, я не помню. Он говорит, на одном из вебинаров вы сказали о том, что можно лимонами вылечить глаза. И я последовал вашему совету и на протяжении нескольких месяцев периодически пропиваю лимоны. Я говорю, что же я там советовал? И вот он мне рассказал.
На одном из своих вебинаров я когда-то сказал, действительно, есть этот вебинар в интернете, я его так и назвал, этот вебинар «Лечение лимонами и там, помощь цитрусов», где я рассказал о том, что можно вылечить глаза, используя лимоны. То есть мой рецепт, он был такой, он не был мной придуман, он достаточно известный, и я его тоже где-то вычитал. Если нужно, найду информацию где. В каком-то из лечебников, которые я собираю. Там было сказано, что в случае, если человека парез после инсульта, в случае, если у человека тромботизация сосудов, в случае, если у человека проблемы с глазами, он не знает, как лечить, при атеросклерозе, при артериосклерозе, при даже сахарном диабете второго типа рекомендовали утром натощак съедать один сырой лимон. Прямо натощак. Я, конечно, понимаю, что многие скажут, это невозможно. Кстати, в том рецепте было сказано, что его необходимо съедать еще и совместно с цедрой, с кожурой. То есть утром человек после того, когда проснулся, не должен ни пить, ни есть, а прямо натощак, поделив лимон на мелкие дольки, не торопясь, это очень важно, там тоже об этом было сказано, необходимо съедать лимон. Только спустя 10-15 минут после того, когда съедает человек лимон, можно было выпить стакан воды там, или 2 стакана воды и так далее. Какой эффект и кому нельзя? Есть противопоказания, это, конечно, не специфический язвенный колит, заболевание язвы желудка, это, скорее всего, там, хроническая диарея, сахарный диабет первого типа и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Вот в этих случаях не рекомендовалось. То есть в случае, если есть ярко выраженные гастроэнтерологические заболевания, и вы лечитесь, то, конечно же, лимон с утра вот так нельзя. Хотя я когда-то имел язву двенадцатиперстной кишки, и если сказать честно, а я стараюсь все-таки быть честным, то, несмотря ни на что, приехав в Египет, я начал лечиться вот такими лимонами. Правда, лимонов не было, я использовал вместо лимона лайм. И каждое утро съедала 2 лайма. Вы знаете, и у меня со временем где-то за 1 неделю, хотя с ужасом я это представлял, потому что очень болело с правой стороны в подреберье, и у меня был диагноз поставлен, уже было обострение такое. И даже близкие мои говорили мне, может, не нужно этот лимон. Ничего страшного. Когда начал принимать лимон, наоборот, появилось облегчение, после чего где-то за неделю перестало болеть и очень себя хорошо чувствовал. За это время очень похудел, ну и очень улучшилось зрение. Кстати, это один из тех методов, которые достоверно могут помочь человеку избавиться от камней в почках, избавиться от атеросклероза и так далее. И это к радости совершенно безопасно для человека. То есть, когда человек говорит, что если лимон кушать, то это может поднять кислотность и так далее, и так далее. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, то смело можете использовать данный рецепт, он действительно очень эффективен. Я в свое время, когда весна была, тоже принимал вот так лимоны каждое утро, это очень улучшило состояние сосудов, перестала болеть шея, там, если где-то болела, но очень улучшается зрение, улучшается сон, улучшается зрение, улучшается качество кожи, лучшее мочеиспускание, уменьшается живот, худеешь. Одним словом, вот такое народное лечение лимона, оно очень эффективное. Ну и этот человек, с которым я встретился, он мне это и сказал. Он говорит, я лечился по вашему методу лимоном. То есть я съедал лимон, спустя какое-то время пил воду, после чего завтракал, после этого только пил кофе и так далее. Так вот, на этом фоне, он сказал, на протяжении 1 года я избавился от сахарного диабета второго типа, очень похудел, снял очки, мои близкие сняли очки. И я перестал болеть заболеванием, гипертоническое заболевание. То есть он говорит, у меня нормализовалось давление, я перестал болеть давлением. Дело в том, что одна из особенностей появления гипертонического заболевания сердца связана с тем, что у человека развивается атеросклероз тонких сосудов. И такое
положения вещей в дальнейшем и приводит к появлению вот такого неизлечимого, очень тяжело и долго тянущегося заболевания гипертония. Ну и один из вариантов лечения гипертонии – это использование вот таких лимонов. У меня есть книга, я ее написал где-то 2 года назад. Она называется «Нетрадиционные методы лечения». Под этим видео я в дальнейшем оставлю ссылку на эту книгу «Нетрадиционные методы лечения». И там, по-моему, около 3 или 5 страниц я написал рецепты, где можно использовать конкретно лимоны в ходе помощи своему телу и своему организму. Лимоны не нужно кушать только в определенных случаях. Это при аллергии, в тех случаях, которые я до этого описал. Надеюсь, ответил вам на ваш вопрос. Гуля, здравствуйте. У моей невестки Махаббат плод неправильно лежит. Ложат ее в патологию. Врач говорит, может быть кесарево. Подскажите, пожалуйста, как пройдут роды? Нужно будет кесарить. Если вы ее не будете кесарить, будет плохо. Смело идите на это, останутся жив и ребенок, и мать. Все будет хорошо. Кесарево сечение не нужно бояться. Это совершенно безопасная операция. И что-либо делать с плодом, и кто бы вам что ни говорил, там повернуть и так далее, это может быть очень опасно и для самой роженицы, и для самого плода. Ничего страшного в этом нет, это частое явление, поэтому смело идите на кесарево сечение, пусть врач вам поможет, не нужно этого бояться, все будет хорошо. Светлана, у меня при разговоре ответил. Тетяна Маракіна, здравствуйте, 1,5 роки тому була ендометрія. Тепер відчуваю так же, треба робити операцію, чи можна ТФ? Можно ТФ. Если нет миомы, то используйте препарат. Есть такой препарат в моей компании, он называется мазь Endometrix. Ее необходимо вводить вагинально 1-2 раза в день. После чего хорошо было бы, но тоже не обязательно, спринцеваться на 1 стакан воды по 2 капли ароматических масел нероли аниса, жасмина и чайного дерева. В случае, если какого-либо из них нет, то можно 8 капель любого из них, допустим, чайного дерева. Где купить хорошее масло, это очень важно. Его можно купить на моем сайте, включая тибетскую формулу и Дуйко Маркет. Мы сами производим это чайное дерево масло, и поэтому можете его смело у нас заказывать. Оно недорогое и при спринцевании, по моему мнению, самое эффективное. Также можно принимать препарат Альбикан, и во время лечения очень важно убрать сладкое из рациона питания. Ну и побольше, не особо нервничать. У сина Нікіти псоріаз на ногах, лікарі не підтверджують, але заказали у вас комплекс півроку тому, легче, але бляшки нові з'являються по тілу. Треба продовжити курс, щоб не з'являлось. Смотрите, смазывать необходимо бальзамом, который называется у меня изотон. Вот этим изотоном смазывайте сами эти бляшки или мазью изотоновой. При этом пусть принимает 2 препарата Эмбрио Плюс и Инстамакс. Эмбрио Плюс и Инстамакс. Также очень хорошо сладкие таблетки Лизам. Но не будет никакого эффекта в случае, если не убрать любые продукты, которые могут вызывать брожение в кишечнике. Итак, на первое место нужно поставить то, что нельзя ни в коем случае кушать. Это сладкая пища, то есть тотальное уменьшение сладкой пищи. Второе. Не запивать и не заедать сладкое, кушать только утром и без другой еды. Дальше дрожжевой хлеб нельзя, любой алкоголь категорически нельзя. Дальше, и на первое место все-таки сладкое. То есть максимальное устранение углеводов и переход по возможности хотя бы на время на кетоновую диету или высокобелковую диету. В таком случае можно помочь. Также улучшить общее состояние поможет дополнительное введение в рацион питания йод содержащих продуктов. То есть это морская капуста, ламинария и так далее. Или же есть второе, это использование йод содержащих препаратов. В нашей компании это D-йод. Есть сейчас отдельно выходит препарат, будет называться йод. Или купить в аптеке препарат йодомарин, можно принимать по 1 таблетке 2 раза в день. Независимо от того, есть у него гипофункция щитовидной железы или нет, при лечении псориаза для улучшения общих показателей необходимо увеличить употребление йод содержащих препаратов.
Марина Степанова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, что со мной не так? Мне 57. Каждый день к вечеру начинает ныть низ живота. Вот уже на протяжении полугода. Врачи говорят, все в порядке. Если низ живота начинает ныть, то это первый, и это проявляется еще в виде небольшой диареи. Это говорит о том, что у вас, скорее всего, есть заболевание почек. И они болят. Человек днем ходит, начинает камни сдвигать, почка заполняется и так далее. Какие самые простые рецепты, которые можно использовать сейчас весной для выведения камней из почек? Ну, наши препараты, само собой. Сейчас вышел новый препарат Нефромакс, я его очень рекомендую. В мягкой форме очень быстро он уберет камни из ваших почек и желчного пузыря. Но если у вас нет такой возможности полечиться моими препаратами или данными препаратами, можно использовать народный способ. Первый способ – это березовая кора. Берется березовая кора, режется, сушится, заваривается 1 столовая ложка на стакан кипятка, пьется 2-3-4 раза в день. Вот такая березовая кора очень эффективно убирает камни в почках. Второй вариант, тоже не менее интересный, это использование обычного цветочка желтого одуванчика. То есть срываете одуванчик желтенький, разжевываете его сырым, запивая водой. Он должен быть сладким на вкус. Если в течение дня съедать 3-4 таких одуванчика, то исчезают камни в почках. Очень помогает при заболеваниях, связанных с неправильными гормонами, то есть высокий тестостерон у женщины или низкий у мужчины, все поможет одуванчик. И великолепное средство, очень улучшается иммунитет, прямо цветок настоящего солнца, ну и к тому же красивый. Ими не любоваться нужно, их нужно кушать сейчас, пока есть время. Если каждый день съедать по одному одуванчику, то уже зимой не будете ничем болеть. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Недавно посмотрела ваше видео об отеках и причиной, может быть, из-за запоров. Да? Вы посоветовали пить соду в теплой воде. Уточните, надо кипяченой водой. Как пить соду? Смотрите, в случае, если у вас запоры, в случае, если у вас аллергия, это между собой связано. Как я и говорил в одном из своих семинаров. Избавиться от запоров можно, если каждое утро на протяжении 1-2 месяцев принимать соду. 1 чайная ложка на стакан горячей воды, можно даже кипятка, но ни в коем случае не добавлять туда лимона или еще чего-то. Но и пить, когда оно остывает. На самом деле это не принципиально, горячий или теплый. Теплый даже лучше. То есть просто 1 чайная ложка соды разводится в стакане теплой воды, выпивается. Желательно это делать в первой половине дня, но в случае, если у вас очень все плохо, то можно использовать и во второй. Кстати, я сейчас вспомнил интересный такой способ, народный. Когда-то одна женщина, по-моему, она была из Карелии, на морском курсе рассказала о том, как можно избавиться от запоров. Это метод переливания воды из стакана в стакан. То есть она сказала, что берете сырую воду, наливаете в стакан воды, и после этого утром переливаете 39 раз из стакана в стакан эту воду, ничего при этом говорить не нужно, а на 40-й, когда перелили эту воду, необходимо выпить. И говорит, вот я так вылечила всем своим знакомым запоры. Одна моя женщина говорит, знакомая, говорю, ну вот я вам посоветовал, она говорит, спасибо, Андрей Андреевич, от запоров я не избавилась, но хочу вам сказать, что вот такое переливание каждое утро воды помогло мне выровнять осанку. Я немного сутулилась, а утром начала переливать воду. И у меня осанка появилась, я начала более ровнее ходить и так далее. Говорит, спасибо, ну видите, нет худа без добра. Так, желание избавиться от запоров не помогло избавить человека от запора, но выровняло его осанку. Тоже хороший, думаю, хороший результат. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Принимала Гваргин, здоровые сосуды, Мнемонорм 1 месяц. Есть улучшение. Хочу продолжить спустя 2 недели. Можно? Да. После еды нет. Вы знаете, лучше все же использовать данные препараты и принимать их утром натощак. Препараты нашей компании, некоторые, можно принимать исключительно после еды, такие как алгоцин, апирабин, практически все хелаты, манкулит, уралис, их лучше принимать после еды. ЕМА,
А вот препараты таблетированной формы, их лучше до еды и утром лучше принимать натощак. И только после этого, через 20 минут, через 30 начинать приступать к пище. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Дайте, пожалуйста, совет. Сильный способ, как бросить курить. Ваша ученица. Конечно, с удовольствием это сделаю. Для того, чтобы бросить курить, начинайте делать, как я вас научу. Каждый день берете сигарету и перед тем, как начнете ее курить, положите или поставьте ее в рот, поставьте перед ней, зажгите, как будто вы ее зажгли, и после этого эту сигарету медленно, как будто покурите и отложите. Сделайте так перед тем, как закурить. Делайте так 1 или 2 раза перед тем, как закурить. И на протяжении 10 дней бросите. Проверенный метод. Пожалуйста. То есть еще раз, каждый раз, когда вы решите закурить, не начинайте курить сразу. Берете сигарету, ставите ее там или берете в руки, как будто ее зажигаете. На самом деле не зажигаете, но зажигалкой делаете что-то. После чего делаете затяжки, как будто вы курите. Делаете затяжки не торопясь. Делаете там не менее 10-15 затяжек, не торопясь. После этого как будто вы ее потушили, эту сигарету. После этого 1, 2, 3 минуты и можете, если вам дальше хочется курить, начинать курить. Если так делать в течение дня, вы там хотите курить там 10 раз, вот каждый раз до того, как начнете курить, тяните пустую сигарету незажженную, потом как будто ее тушите, а потом ее же можете выкуривать. Если вы так будете делать, через 10 дней гарантированно бросите курить. Как это устроено на вебинаре по здоровью, к сожалению, рассказать не могу. Поверьте мне, это работает по принципу такой некой нейролингвистической программы, такой тайной, и имеет свое объяснение. Это проверено, работает хорошо. У меня была такая ситуация. Я когда-то предложил одному человеку, который занимался реабилитацией наркоманов, и они принимали метадон. То есть они принимали препарат, который, по идее, должен заменить употребление наркотиков и так далее. И, значит, я ему предложил, давай разделим группу на 2 части. Возьмем одну группу, и они будут получать препарат, а другую часть мы вместо препарата будем вводить им никотиновую кислоту. И он говорит, а что это даст? Я ему говорю, никотиновая кислота работает приблизительно как наркотики. То есть при употреблении наркотиков расширяются сосуды, потому что все наркотики вазодилататоры, снижается давление, есть разные, но это в основном такие как героин, там, морфин и так далее. А уже такие другие наркотики, такие как соли и так далее, у них там этот кокаин, у них другое действие, но для определенных наркоманов, которые проходили такой курс лечения, я рекомендовал давать никотин, но при этом говорить никотиновую кислоту, но при этом я говорить им, что они получают нормальную терапию. Так вот, когда человеку говорили, что мы вам вводим то, что вы ожидаете, и после чего вводили этот препарат, то человек, который был готов получать, как они называют это, удовольствие от самого препарата, к удивлению этого врача, получали удовольствие. И он говорит, удовольствия даже больше было, но приходили и говорили, вот это пруха, аж тело зудит. И после чего они отказывались, потому что ему не хочется постоянно применять никотиновую кислоту. Ну и он потом говорил, мне его Виктор зовут, он говорит, знаете, Андрей Андреевич, эта идея интересная была, то есть я не знаю, они там продолжили это, не продолжили, он потом переехал в Канаду жить, не знаю сейчас, чем он занимается, он доктор медицинских наук, и как раз его занятием было это наркология там и психиатрия. Ну и могу сказать, что да, в этом что-то есть. Такие препараты, как литий, L-триптофан, никотиновая кислота, они могут быть существенно и так достаточно активно дополнительно использованы в ходе реабилитации при наркотической зависимости. Возможно, это будет кому-то интересно.
Скажите, пожалуйста, можно ли применять настойку из одуванчика? Конечно, можно применять настойку из одуванчика. Это очень хорошее средство. Смотрите, корни одуванчика, они больше помогают человеку с нервной деятельностью. Корни помогают, вот смотрите, часто есть такие болезни. Человек не может повернуть шею, у него очень болят миозит, допустим, продуло, или где-то ущемление нервной ткани, или там воспаление тройничного нерва, пояснично-крестцового отдела, грудного и так далее. И в этот момент при артрите, при артрозе, при заболеваниях даже ступней, там, при а, полинейропатии. То есть такие заболевания, которые связаны с нервными тканями, фактически являющиеся неврологическими болезнями, включая даже опоясывающее лишай. И при таких заболеваниях вот конкретно данная настойка из корня одуванчика является средством номер один. Прям средством номер один. А, Настойка из одуванчика – это великолепное средство, которое помогает избавиться от неврологических заболеваний. А цветочек помогает поднять иммунитет и избавить человека от папиллом, полипов, импотенции, застоев в почках, застоев в желчном пузыре и так далее. Великолепное средство. Если аллергия на одуванчик, то может спиртовая настойка не даст такой реакции. Да, в случае, если есть аллергия на одуванчик, то она, скорее всего, есть на сам пух, а на сам цветочек нету. Дело в том, что если цветочек сырой съесть, то не будет реакции, аллергия не появится. Они отличаются друг от друга, пух и сам цветочек. Это как два разных растения, хотя оно и одно. Скажите, пожалуйста, как снизить высокий холестерин? Снизить высокий холестерин поможет сон. Сейчас, когда лето началось, постарайтесь больше спать. Обычно, я уже говорил, еще раз заявляю, что есть исследования, которые провели аналогию и выяснили, что во время того, когда у человека появляется холестерин, при исследовании этих людей выяснилось, что обычно холестерин увеличивается в случае, если человек не досыпает ту норму, которая есть. Норма сна человека – это не менее 7 часов в сутки. То есть, если человек спит 3-4 часа, хочет он или не хочет, у него в дальнейшем будет подниматься холестерин. Именно поэтому сон для таких людей чрезвычайно важен. Второй вариант. Очень хорошее есть средство, это тоже есть доказательная такая медицина и есть доказательные исследования. Кто-то захочет найти в интернете, думаю, это все в свободном виде или в доступе можно найти. Так вот, проводились такие исследования, они проводились в Советском Союзе в ботаническом саду, когда брали людей, у которых есть заболевания сосудистые, и у которых эти сосудистые заболевания, там, окклюзии сосудов, стеноз сосудов. И как одну из видов терапии это использовали кипарисы и можжевельники. То есть человека садили возле кипариса или можжевельника, особенно возле можжевелового дерева, особенно когда на можжевеловое дерево падают лучи солнца. В этот момент вокруг можжевелового дерева появляется огромное количество особого вида озона. И такой насыщенный кислород, он очень снижает холестерин. Именно поэтому, если у вас есть возможность, ищите елочку, и когда будет очень жарко, дышите глубже, находясь рядом с ней. Ну а теперь как бы более серьезные такие методы. В нашей компании разработан препарат, он называется ЕМА. Этот препарат ЕМА, он великолепное средство для снижения холестерина. Применяйте препарат ЕМА, обязательно больше спите. Могу сказать, что статины снижают, конечно же, у человека холестерин, но на самом деле, если увеличить длительность сна и дополнительно спать днем, хотя бы там 1 час, то вы, к своему удивлению, со временем заметите улучшение общего состояния вашего здоровья за счет уменьшения холестерина. Можно ли не обращать внимания на холестерин? Нет, это очень опасно. Дело в том, что холестерин высокий рано или поздно приведет к окклюзиям. Они, в свою очередь, приведут к стенозам, то есть это непроходимость сосудов, что в дальнейшем может вызвать появление самых невероятных и самых сложных тягчающих болезней. То есть это может быть инсульт,
инсульт, это может быть там коронарный инсульт, это могут быть инфаркты. Это все может быть на фоне стенозов. Всем доброго времени суток, всем мира, добра и любви, и спасибо за актуальные советы, пожалуйста. Андрей Андреевич, добрый день. Подскажите, пожалуйста, появилась фиброма в почке. Можно ли это как-то лечить? Большое спасибо. В случае, если фиброма в почке появляется, то это всегда является следствием заболеваний самой почки. То есть в почке самой появляется там песок, камни, оксалаты или там молочная кислота, и это в дальнейшем приводит к фиброму. Также это может быть следствием травмы. И здесь вопрос такой, как это можно лечить? Лечить необходимо саму почку. От чего? Первое, улучшить ее функциональные способности, улучшить процессы выведения и избавить ее от оксалатов, уратов, кальциево-фосфорных соединений. Как можно достичь такого результата? Первый препарат моей компании Renox, он улучшит саму деятельность почки. Второй препарат мускус, 1 чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Мощный мочегонный эффект. Третий препарат называется Асцит-норм. И еще один препарат Цистонорм. И один и второй помогут вашим почкам работать более активно и в разгруженной форме. Ну и убрать инфекции половые или какие-либо инфекции, которые могут находиться в почках, поможет препарат Прокмарти. Эти все препараты можно принимать по одной таблетке 2 раза в день. Можно по одной таблетке 3 раза в день. Также народный способ убирать вообще фибромы – это прием картофеля. Значит, как принимается картофель в случае, если у человека появляются боли в почках, появляются камни в почках и так далее, то необходимо есть сырой картофель. Берется маленький кубик сырого картофеля, человек 2-3 раза в день, разжевывая, запивает водой небольшое количество. Это все растворяет камни в почках, очищает почки. Великолепный, проверенный такой старинный метод. Вообще в старину очень много заболеваний лечили именно такими способами. Заболевания гастриты всевозможные лечили семенами льна, лечили заболевания почек, там камней в почках. Если человек тяжелое очень поднял, это могло надсаду дать, то есть у человека опущение органов было. Это все лечили вот такой сырой картошкой. Тибетская медицина говорит, что в случае, если у человека есть заболевание почек, то он должен применять клубневидные какие-либо овощи или фрукты, которые могут, обычно это должны быть фрукты, которые человек должен применять в особом виде, то есть на голодный желудок. Какие это клубневидные формы? То, что больше всего похоже на саму почку. Вот смотрите, картофелина похожа на почку, да. Будет помогать почкам? Конечно. А что еще похоже? Киви похоже? Похоже. Поэтому тибетская медицина говорила о том, что крыжовник, киви, ну тогда авокадо не знали, но я думаю, что еще авокадо это как раз те продукты, которые очень полезны тем людям, у кого есть проблемы почек. Пожалуйста, используйте. Бывает радужное пятно на глазах, проходит через 10-15 минут. Что это, подскажите? Это, скорее всего, у вас повышенное артериальное давление, которое так и проявляется. Если у человека проявляется в уголках глаз разряды, радужные пятна и что-либо похожее на это говорит о том, что у вас поднимается артериальное давление. Обратите на это внимание. В случае, если артериальное давление при этом у вас в норме, то необходимо обратиться к офтальмологу и рассмотреть сетчатку глаза, так как это могут быть первые проявления разрыва сетчатки глаза или дистрофии сетчатки. Обратите внимание, это очень важно. Если не обращать внимания, в дальнейшем можно очень плохо себя чувствовать. Это начало и может быть в дальнейшем развитие нехорошей болезни. Высокий холестерин снимает также грейпфрут, 1 штука в день. Кстати, грейпфрут еще и великолепное средство от запоров. Если у человека запоры, каждый день человек должен съедать натощак с утра 1 дольку грейпфрута. Но у грейпфрута есть очень много побочных эффектов. То есть
Грейпфрут не всем можно. И здесь кому же нельзя 100%. Первое, нельзя ни в коем случае тем, кто принимает ингибиторы МАУ. Второе, нельзя принимать людям, которые принимают гипотензивные препараты, то есть это препараты от высокого артериального давления. Им грейпфрут, аккуратно нужно принимать, потому что он может дополнительно снижать давление и может быть достаточно опасен при совместном использовании. Также грейпфрут способен очень снижать глюкозу в крови, поэтому в случае, если у человека есть там короткий инсулин, он принимает, или длинный инсулин, и следит за единицами глюкозы, то с грейпфрутом нужно быть предельно аккуратным, так как можно очень снизить и привести к гипотензии и привести к гипергликемии, то есть гипогликемии, вернее, извините. И это все может сделать грейпфрут, и с ним очень аккуратным нужно. Но опять-таки, я бы не советовал начинать с грейпфрута. В случае, если есть возможность грейпфрут или лимон, то лучше лимон. Он работает более мягко и не так агрессивно. А есть случаи, если вы молодой человек там, и хотите, там, чтобы стул нормализовался, чтобы там, хорошее самочувствие было. Вот после спорта очень часто говорят, что там шею простудил, мышцы болят и так далее. Во всем этом грейпфрут спаситель. Он снижает уровень молочной кислоты, выводя ее и улучшая общее состояние желудочно-кишечного тракта. Андрей Андреевич, здравствуйте. Я перечислила деньги через Western Union в 12.02.22 году. Перечислила на Ликалилу и Лунглин. Деньги не сняла Светлана, нет ответа. Помогите. Я обещаю вам, что Светлана... Смотрите, прежде всего, как нужно поступать. Вы должны не писать, а позвонить. Там есть сейчас на сайте номера телефонов. Переходите на сайт, набираете номер телефона, общаетесь с оператором и выясняете, кто получил деньги, куда эти деньги пришли и так далее. Конечно, неприятно это понимать, но часть операторов, которые у нас работали из Российской Федерации, часть людей этих нас киданули. Такое тоже может быть. То есть они начали брать у людей деньги, потом отключили телефоны и, в общем-то, поступили не очень. И свои обещания и то, что вы оплатили по нашей вине, это пропало где-то, вы не должны нести за это ответственность, и, конечно же, оператор должен ответить, узнать и так далее. Минус. Мы не работаем сейчас. Поэтому в случае, если вы отправили и находитесь в Российской Федерации, вы не получите препараты, и не получите деньги. Почему? Сейчас нет возможности отправлять деньги в Россию, нет возможности отправлять препараты. Поэтому, сори, когда закончится, будем ждать, а вас не забудем, все отдадим. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мама, поставили диагноз лимфостаз, никаких нижних конечностей. Ноги очень опухают, ходить больно. Да, так и есть. Мама принимает мочегонное. Посоветуйте, что из ТФ можно попринимать. Первое, что нужно знать при лимфостазе, первое – это минимальное употребление жидкости. Это прямо первое, что нужно делать. Второе – 2 дня поста, хиджам. То есть понедельник и в четверг нельзя есть. Вот смотрите, 2 дня поста, при этом в один из этих постов пить. Вот это может вылечить лимфостаз конечностей. И пусть ест лимон. Из моих препаратов, которые есть, это препарат Рутин, 1 таблетка 3 раза в день. Дальше это вариковазиновая мазь. Вариковазиновая мазь, 2 таблетки, смазывать утром и вечером. Далее, это асцит норм по 2 таблетки 3 раза в день. Это существенно снизит отягощение такое. Далее, народный способ. Возьмите железное колечко, оденьте на мизинец левой руки. Она начнет больше ходить в туалет по-маленькому. И это действительно, как ни странно, уберет. На запястье левой и правой руки синие нитки, а на поясницу желтую нитку. Таким образом, этот лимфостаз. Такие необычные, неспецифические, наверное, рекомендации, они очень хорошо работают. Попробуйте их использовать, когда традиционная медицина не помогает. Именно вот такая нетрадиционная показывает себя замечательно. Из моих препаратов это
Мускус, из моих препаратов это Мумио, из моих препаратов Рутин, ДРРС, такой есть препарат, одна таблетка один раз в день, Легка хода, и пусть выздоравливает. Они нам еще нужны, наши родные. Можно у вас попросить назначить мне препараты для обновления всего организма, спрашивает Кабанец Надежда. Уже несколько дней ощущается кислотность во рту. Еще временами беспокоит шейный отдел. Да, так и должно быть. Когда у человека появляется кислотность, это говорит о повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта. И это способствует повышению выработки молочной кислоты, которая находится в теле. То есть у человека появляется увеличенная молочная кислота, она и приводит к тому, что начинает болеть шейный отдел и так далее. Как можно обновление всего организма получить? Первое, что нужно знать, необходимо снижать кислотность. Каким образом это сделать? Поможет нам семена льна. Как их заваривать? В нашей компании есть уже порошок семян льна. Возьмите порошок семян льна, заваривайте 1 столовая ложка на стакан кипятка. Когда он остынет, то съедайте чайной ложкой в холодном виде 1 стакан или 2 стакана на протяжении дня. Делайте это 1 месяц. Очень заметно улучшится состояние. Почему? Наша поджелудочная железа очень любит семена льна, и семена льна ее излечивают. Поэтому ваша поджелудочная железа, она у всех людей больная, сможет себя полностью восстановить. Ну и полное восстановление организма – это, скорее всего, как быть, чтобы помолодеть. Я правильно понимаю? Есть великолепный препарат, он мой любимый, я его обожаю. Мне кажется, когда я принимаю этот препарат, то уходят морщины, исчезает лишний вес, начинаю себя потрясающе хорошо чувствовать, он великолепный. Я ему пою оды. Их 2, но об одном из них, об обоих из них я расскажу. Один из них, тот, который мой любимый, называется молодила. Хотите помолодеть, хотите чувствовать себя как молодые, хотите чувствовать себя хорошо, принимайте вот этот препарат молодила. Это великолепное средство омолодить весь организм, чувствовать себя хорошо, но мозгам это не поможет. Для мозгов есть омолаживающий препарат, который называется Тутус. То есть я принимаю Тутус 1 таблетку раз в день, принимаю молодила 1 таблетка 2 раза в день. Это очень омолаживает, великолепный препарат. И эффективность заметна уже после 2 дней, 3 дней применения. То есть морщины уменьшаются, улучшается общее состояние. Мощнейший просто антиоксидант. Используйте, потрясающий эффективный препарат. Конечно же, можно еще коллаген использовать, он тоже и кислотность снижает и так далее. Что еще бы хотел посоветовать? Смотрите, вы снизили кислотность, и можно дополнительно к этому попринимать там что-то, от чего человек может худеть. Есть определенные... Худеть мы можем от чая железняк. Есть еще вот такой китайский способ, знаете, он мне тоже очень нравится. Я когда-то был в Китае и обратил внимание, это я был в Джинчжоу, и обратил внимание, жил в семье таких людей, которые называют себя обжорами. То есть я всегда думал, что я люблю покушать, но я ошибался, потому что когда попал в эту семью, я понял, что они едят все время. По-моему, они даже не работают. Причем эта семья настолько много ест, прямо настолько много ест, при этом они все были очень худыми. И мы когда садились кушать, они съедали в 8 раз больше, чем я, в 9 раз больше, чем я. А утром, когда все просыпались, у них 2 человек на них работали, они готовили еду. Мясо, там, рыба, это все ставили на стол, супы, большие тарелки, съедалось это все. Это утренний завтрак. Потом мы ехали на работу, к ним нужно было 10 километров. Мы заезжали на заправку. На заправке все покупали, вот мы все вместе, там, нас там 2 русских человека, 2 украинца было, и, наверное, человек 10 этих китайцев на автобусе. И вот мы заходили в этот ресторан, и они при мне покупали каждый по 10 пончиков, причем их ели с повидлом, вот эти вафли в большом количестве, мороженое. Они садились, и это после утреннего завтрака они все съедали. Потом мы приезжали на работу,
и на работе там разговаривали, нас везли в ресторан. Мы в этом ресторане уже не могли есть и дышать, но нам заказывали много разной еды, все обильно еще выпивали алкоголь, и это так до 4 вечера. В 4 вечера мы возвращались домой, заезжали на заправку, они ели пончики, и потом приезжали домой, и был шикарный стол с какими-то рыбами залитыми, там, медом и соей и так далее. То есть просто конечная еда. И я говорю ему: как вы так? Он говорит: а мы не знаем, у нас вот порода, мы не поправляемся и все, но мы не ограничиваем себя ни в чем. Но я понял, в чем их фишка. Я обратил внимание на то, что этот человек на протяжении дня все время и много пил зеленого чая. Как он его пил? У него большая чашка такая, даже не чашка, а заварничек такой. И он в этот заварник насыпал 1 столовую ложку крепкого китайского зеленого чая. Заваривал горячей водой. И у него 2 термоса было. Значит, он выпивал первый термос этого зеленого чая крепкого на протяжении там 2-3 часов. Потом заливал туда воду еще раз горячую, и потом пил на протяжении дня, и потом еще раз туда заливал. Получается, не знаю, там вот 2-3 столовые ложки на этот термос этого зеленого чая, ну, исходя из того, что на 1 стакан, большой стакан воды шла у него 1 чайная ложка, ну вот где-то так я смотрел. И он этот чай круглосуточно пил. И вся его родня, они круглосуточно пили чай, и они очень большие поклонники зеленого чая. Пили чай недорогой, не старый, а такой молодой, но чай пили, заваривая его вновь и вновь. Когда я приехал я тогда в Харькове жил, когда я приехал в Харьков, то решил попробовать. Купил вьетнамский чай какой-то и начал заваривать этот вьетнамский чай. То есть заваривал первую чашку, выпивал. После этого заваривал, туда же добавлял горячую воду, потом выпивал, потом добавлял вновь горячую воду, выпивал, и так потом заваривал еще раз. И так на протяжении целого дня. То есть в течение дня выпивал 3 стакана или 4 свежей заварки, а все остальное с добавлением там еще, наверное, до 2 литров воды где-то получалось. К своему удивлению, я заметил, что спустя 2 недели я существенно сбросил вес. Прям существенно. К сожалению, не могу пить постоянно зеленый чай. Почему? Не нравится. К сожалению, но когда-то этот совет давал своим знакомым, и некоторые из них воспользовались и по сей день принимают зеленый чай. Вы знаете, что-то в этом есть. От него действительно очень худеет человек. Возможно, не панацея, хотя недавно я буквально читал работу, такую диссертацию врача из Германии, который нашел микроэлемент, который исключительно в зеленом чае находится, особого вида антиоксидант, активное вещество, которое не только является антиоксидантом, а является еще и противоопухолевым, там, гастропротекторного действия, иммуномодулирующее и устраняющее иммунный дефицит и так далее. То есть очень много там у этого вещества таких вот уникальных свойств. Ну и когда в Китай приезжаешь, конечно, удивляешься, что есть такие вот люди-обжоры, они не поправляются. Они на самом деле очень много пьют зеленого чая. У них это считается в порядке вещей, они привыкшие это делать постоянно. Не знаю, это интересная информация или нет. Мужа 2 тип сахарного диабета. И зрение не видит. Сдаем анализы на операцию, но портал очень к августу будет ли видеть. Спасибо за ответ. Сахарный диабет 2 типа нужно лечить. Сахарный диабет 2 типа нужно лечить в том числе диетой, никакого алкоголя, но эндокринолог должен назначить правильные препараты в правильной дозировке. Это глюкофаж или это метформин или глюкофаж или там диабетон, я не знаю, какие в вашем регионе препараты. Их необходимо принимать, но рацион питания нужно тотально пересматривать, прям тотально-тотально. Ну и самый большой спаситель нашей поджелудочной железы – это семена льна. Начните, пусть он принимает семена льна, потому что они, помимо всего прочего, смогут ему укрепить еще и сосуды. Семена льна являются еще вазодилататорами, то есть это вещества, которые и очищают сосуды, и как бы расслабляют их. То есть приводят к тому, есть вазоконстрикторы и вазодилататоры. Вот вазодилататоры при сахарном диабете – это то, что может помочь сосудам быть более расширенными. Также вот такая лимонная диета. Из моих препаратов рекомендую артраминовый спрей или спрей глюконорм. У нас гликоцитрохромин спрей есть. Если брызгать в рот, это очень эффективно снижает холестерин, снижает
инсулин. При сахарном диабете проблемы самой глюкозы, они не важны. Гораздо больше проблема заключается в том, что у человека высокий инсулин. Именно этим таким диагностика этого инсулина и ставят диагноз сахарный диабет второго типа. То есть глюкоза может быть в норме или слегка повышена, но самое неприятное – это высокий инсулин, который обычно находится в подкожном веществе, то есть подкожной жировой клетчатке, и вот с ней придется работать. Каким образом человеку убирать подкожный инсулин? Как это можно убирать? Очень помогает парная. Прям очень помогает. То есть необходимо, не нужно там париться особо, но находиться в горячем помещении. Через пот уходит очень много инсулина. Именно поэтому очень рекомендую людям, у которых есть сахарный диабет, использовать вот такие горячие процедуры, желательно сухую финскую сауну. Это действительно очень помогает. Из моих препаратов глюконорм, ЕМА, гликоцитрохромин, мускус. Мускус, кстати, при сахарном диабете второго типа очень лечит сосуды. От этого препарата еще и худеть можно. Давление не спало, не спадало. Одела по вашему совету нитку из красной нитки и синей нитки. Легче стало, но не до конца. Потом, по вашему совету, выпила кока-колу и все прошло. Без таблеток. Хочу напомнить, что давление у человека обычно, есть много гипотез, одна из них связана с гормоном гипертензин. То есть существует некая такая теория о том, что формирование выделения бесконтрольного гормона гипертензин поднимает у человека давление. Каким образом происходит? Происходит сужение сосудов в организме, и за счет этого объем сердечный увеличивается, и это и называется артериальное давление. И каким образом это устранять? Есть психосоматическое проявление болезни, когда внезапно давление, а есть системное проявление, когда человек хочет или не хочет, поспал или не поспал, у него давление поднимается. Вот смотрите, если оно у вас поднимается и каждый день поднимается, и что бы вы ни делали, оно все равно поднимается и без таблеток не опускается, это говорит о том, что у вас атеросклероз. Атеросклероз легче всего лечить лимоном, вот как я утром это вам сказал. Принимайте. У меня есть великолепный препарат. Если я прямо ручаюсь, это препарат, мощнейший препарат, который мной был разработан для того, чтобы убирать атеросклероз. Этот препарат, он, конечно же, не поможет избавиться от давления. Я его хоть и рекламирую часто как препарат, который может убрать у человека гипертоническое заболевание сердца, тем не менее хочу сказать, что отличие его действия колоссальное, и им, данным препаратом, нельзя заменить гипотензивный препарат какой-нибудь, который вы принимаете, там триплексан или инап, или там какой их там целое, огромное количество. Так вот, в случае, если вы... Этот препарат называется в моей компании Тонизон. Он есть у меня в чае, а есть в таблетках. В чем особенность данного препарата? При гипертензии, по-другому, при артериальном давлении второго типа, когда у человека каждый день поднимается давление, это, скорее всего, говорит о том, что есть, условно назову по-народному, да, забиты сосуды. То есть где-то есть сосуды, скорее всего, по всему телу, в которых есть забитые сосуды. То есть они забились, начали отмирать, по-другому это называется атеросклероз сосудов. И вот такой атеросклероз сосудов, обычно применение любых препаратов, которые могут справиться с гипертензией или повышенным давлением, или артериальным повышенным давлением, обычно помочь не могут. То есть у них нет такой задачи. Они могут спасти человека от инсульта или помочь человеку справиться, не разрушат аорту, помогут перикарду сохранить свою деятельность и так далее. А вот точно не уберут атеросклероз. И здесь необходим комплексный такой подход. В данном препарате, по-моему, 30 экстрактов растений или 40 экстрактов растения. И они такие все немного даже противоречивые. То есть человек говорит, в этом препарате есть, допустим, козлятник препарат.
экстракт, вернее, этого растения. И обычно, когда читают от давления, козлятник, ну, не должен помогать. А почему он там? Дело в том, что козлятник участвует как раз в том, чтобы снизить у человека инсулин, помочь и там есть экстракт валерьяны, а это еще зачем? Успокоить и т.д. Таким образом, вот эти все комплексы, которые могут синергично, объединившись между собой, быть эффективными при лечении прежде всего атеросклероза. И такого атеросклероза запущенного. Вот если лечить, допустим, медицинскими препаратами гипертонию, то есть вариант, что мы ее никогда не сможем вылечить. Но если не медицинскими препаратами лечить атеросклероз, то есть такой вариант, что мы можем полностью излечить гипертоническое заболевание без таблеток. Рекомендую использовать в виде чая ежедневно для тех, кто старше 45-50 лет и тех, у кого есть ожирение, так как использование препарата, допустим, тонизон чай совместно с препаратом тонизон, вы сможете не только улучшить общее состояние зрения, слух, там, исчезнут там шумы в голове, улучшится работа сердца, успокоит вас, но еще ко всему вы похудеете, улучшится работа печени. Как определить, есть ли обширный атеросклероз? Обычно проявление атеросклероза, обширное такое проявление, мы видим, как врачи, видим в виде жирового перерождения атовизма, жирового перерождения печени. То есть люди потом говорят мне: Андрей Андреевич, а что делать с жирной печенью? Нет, с печенью делать ничего не нужно. Нужно что-то делать с атеросклерозом, потому что то, что такая печень, это, скорее всего, и есть уже появившийся и развившийся активный атеросклероз. На фоне сахарного диабета второго типа, приятной жизни с употреблением алкоголя там и прочее. Здравствуйте. Можно ли вылечить хитальную грыжу пищевода и рефлюкс зоофагиты чем? Смотрите, на первое место необходимо ставить прежде всего использование препарата, ну, это типичные препараты, которые назначает любой врач вот при таком диагнозе. Это омепразол, второй препарат это денол, и третий препарат это, ну, хотя бы омепразол и денол. Омепразол обязательно необходимо принимать, так как такие рефлюксы, эзофагиты, они могут быть существенно ухудшить жизнь человеку. Почему? Появляется плохой запах от человека, появляются запоры, появляется заброс пищи в пищевод, это все приводит к появлению грыжи и так далее. С омепразола необходимо начать. Ну и дальше что делать? Семена льна в обязательном порядке. Семена льна в обязательном порядке. Дальше очень хороший есть способ такой. Это лук. Каждый день во время еды, а желательно перед едой или во время еды съедайте большой кусок сырого лука. Обязательно это делайте 1-2 месяца. Сырой лук способен убрать грыжу. Эффективное средство, причем народное, проверено на горьком опыте. Любые продукты пчеловодства, это прополис, это перга, пчелиная пыльца, да и сам мед, собственно говоря, даже с воском. Это все можно принимать людям, у которых есть проблемы желудка, как раз связанные с гастроэнтериальными заболеваниями, вот конкретно с рефлюксной болезнью. И в случае, если применять, допустим, как лечить, я очень рекомендую лично маточное молочко. В нашей компании есть маточное молочко, есть препарат, созданный из 4 видов продуктов пчеловодства, там прополис, там находится и перга, и цветочная пыльца, и там же находится маточное молочко, он называется у нас Апекс. Вот я рекомендую по одной таблетке 2 раза в день. Но, опять-таки, вы можете найти маточное молочко, трутневое молочко у тех людей, кто занимается продажей меда, у пчеловодов. И подмор можно принимать в виде настойки, там 1 чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Опять-таки, хотел бы вам сказать, что любые спиртовые средства, их ни в коем случае не нужно давать людям, у которых есть склонность к употреблению алкоголя, так как это может их привести к тому, что они срываются и потом начинают употреблять алкоголь. Поэтому прежде чем будете покупать препараты моей компании, узнайте,
есть несколько препаратов, их буквально 2 в моей компании. Это канцерамидин и, ну, не помню, по-моему, Метикс, которые на спирту сделаны, экстракты спиртовые. Поэтому постарайтесь такими препаратами не лечить тех, у кого есть склонность к употреблению алкоголя. Подскажите, пожалуйста, как можно убрать молочницу у беременной? Одна таблетка от молочницы продается в аптеке. Беременным можно. Я не помню, как она называется. У меня в компании также молочница у беременных. Это очень часто связано с употреблением большого количества глюкозы. Уменьшить количество глюкозы максимально, насколько это возможно. Также обязательно есть у меня препарат, он очень быстро убирает молочницу за 1 день, за 2 дня. Он называется у меня Альбикан. Принимая Альбикан, вы не просто избавитесь от молочницы, вы избавитесь от нее на всю вашу жизнь. Пропейте 1 банку Альбикана по 1 таблетке 3 раза в день и забудьте навсегда, что вы когда-то страдали молочницей, какими-либо типами молочницы. Андрей Андреевич, почему очень чешется спина? Длится это много лет, не видно, ни высыпаний нет, ничего. В случае, если у мужчин чешется крайняя плоть, головка полового члена, у женщины половые губы, вагина, при этом чешется спина, особенно под лопатками, это первые признаки увеличивающейся глюкозы в крови. То есть это говорит о том, что есть, скорее всего, периодически появляется глюкоза или увеличивается глюкоза в крови. По-другому это звучит так. Приступы гипергликемии. Это говорит о том, что есть, наверное, периоды, когда нужно обращать внимание на поджелудочную железу или рацион питания, уменьшать употребление сладкого, особенно в ночное время. Тянут ноги, крутят ноги, половой зуд, чешется спина. Это все признаки сахарного диабета 2 типа. Айдин Гусейнов. Мягкий знак. ХТ. Тех. Машаллах, Айдин. Иди с Богом, слушай. Про холестерин тоже четко. У меня было 300, при норме 200. Я работала ночной сделкой, а сейчас все нормально. И при возможности даже днем отдыхаю. Вот умница. Итак. Дальше. Татьяна Солей. Делать ли операцию на глаукому? В зеленом чае много фтора. Плохо для эпифиза. Смотрите. Чем-либо нарушить работу эпифиза приемом каких-либо препаратов человек не может. Дело в том, что это как раз один из таких отделов человека, который сложно с ним что-либо вообще делать. Гипофиз, эпифиз – это то, что осталось от предков. Это самые устойчивые, наверное, железы, которые есть в нашем организме. Но, тем не менее, фтор, возможно, та информация, о которой вы говорите, возможно, она правдива, хотя я впервые слышу о большом количестве фтора. Но я знаю, что или к чему может приводить фтор в случае, если человек принимает его в очень большом количестве. В случае, если фтор накапливается в организме, а у фтора есть одна из особенностей, он не выводится из нашего организма и может быть цитотоксичным. И при накоплении фтора, фтором это не влияет. Но я хочу вам сказать, что фтор широко используется в зубной пасте. Также есть там некоторые области, допустим, в Российской Федерации происходит фторирование воды, а не хлорирование. В большинстве регионов Китайской Народной Республики тоже происходит фторирование, особенно на севере, от Харбина, там область севера Китайской Народной Республики, там тоже воду фторируют. И там используют фтор широко и много. Ну и могу сказать, что даже использование
в большом количестве, то в виде фторирования воды для очищения воды не приводит к тому, что детей у китайцев стало меньше, и они начали меньше рождаться. Поэтому отравление фтором и воздействие фтора на организм человека во многом преувеличено. Если бы китайцы употребляли фтор и употребляют зеленый чай, это бы на них очень плохо действовало, поверьте, мы бы видели запрещенный чай в Китайской Народной Республике. Там все же занимаются людьми и занимаются здравоохранением, в отличие от тех стран, в которых вы, собственно говоря, проживаете. Ну, только не нужно обижаться. Это исключительно мое мнение. Андрей Андреевич, 2 недели тому вы дали мне на вебинаре рекомендации. Гипотиреоз, варикоз, голодная диета. Мне 75. Куда будет деваться кожа? Причем тут кожа? Идите к врачу. Будет здоровая кожа и будет много таблеток. Это вам поможет. Был отит, насморк, сейчас нос дышит. Но как бы что-то мешает. Закрыв нос, воздух через уши не проходит. Это, возможно, отит у вас, и, возможно, там грибковое заболевание или еще что-то. Пусть этим занимается офтальмолог. А, Обязательно к врачу лору обратитесь, не к офтальмологу, к лору. Обратитесь к этому врачу. Какая невралгия есть, то шейный отдел необходимо массажировать. Самый простой массаж – это медовый. Берется бутылка теплой воды небольшого размера, наливайте теплую воду, не горячую, смазывайте шею медом и катайте такой теплой бутылкой по тому месту. А еще не имеет рука, это могут быть проблемы с сосудами мозга. Обратитесь еще и к кардиологу, пусть все-таки сделает исследование сосудов. Хочу еще раз сказать, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Биологически активных препаратов, огромное количество информации, связанных с их применением, статьи мои, которые давно я пишу. Также у нас на сайте на сегодняшний день работают операторы, это терапевт со стажем, по-моему, 32 года, кардиолог со стажем, там тоже, по-моему, там 30 или 40 лет. Обязательно пообщайтесь, они смогут вам поставить правильный диагноз и объяснить, что можно, помимо всего прочего, использовать в ходе лечения того или иного вашего заболевания. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Невесте после родов ставят диагноз ожирения. Направляют к эндокринологу. Вес после родов не падает. Чем можно помочь? Поможет препарат Мускус. Он действительно очень может помочь. И именно в этом случае является номером 1 для нее. Пусть принимает Мускус 1 чайная ложка на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Похудеет очень быстро. У меня, и у моей дочери конъюнктивит длится уже долго. Конъюнктивит является проявлением воспаления слизистой оболочки глаза на фоне аллергической реакции. Именно поэтому лечение конъюнктивита самого по себе не дает обычно никаких результатов. Лечением конъюнктивита это лечение прежде всего аллергии. Поэтому использование антигистаминных препаратов в ходе лечения и знание того, как появляется аллергия, может помочь избавиться от аллергии. Какие это знания? Дело в том, что если вы начнете пить соду, 1 чайная ложка на стакан воды, и соль, пол чайной ложки соли на стакан воды, и вы, и дочь, на протяжении 10 дней сделаете это, вот на 11-й день аллергии уже не будет, и конъюнктивиты такие появляться тоже не будут в дальнейшем. Среди препаратов, которые могут помочь избавиться от аллергии, это есть череда и крапива. Берется часть череды сушеной, часть крапивы сушеной, 1 столовая ложка смеси на 1 стакан кипятка, пьется по 1 стакану 3-4 раза в день. На протяжении 30-60 дней человек пьет такой чай и на протяжении года не болеет никакими видами аллергий больше. А обычно такой чай пьют соленым, добавляя небольшое количество соли. Также в случае, если очень активная аллергия, рекомендую использовать соли магнезии. Берете небольшое количество поваренной соли, смешиваете с солью магнезии и на протяжении дня просто прикасаетесь к языку порошком вот
соли, так, чтобы попадала в рот и было ощущение горечи. Вот такая горечь в ротовой полости, и проглотить необходимо вместе с слюной, является веществом, которое формируется в ходе объединения лизоцима, магнезии, которая находится в английской соли, и натрий хлора. Появляющееся вещество является мощнейшим антигистаминным препаратом, способствует улучшению работы перистальтики, убирает отеки слизистой оболочки. С вами был Андрей Дыко, до свидания. На этом наш сегодняшний вебинар закончен. Обязательно оставьте ваши комментарии. Также я хотел бы попросить вас оставить на официальном сайте свои комментарии под разными препаратами. Это поможет тем людям, которые захотят выбрать препараты, поможет этим людям в дальнейшем правильно выбрать, порадоваться за вашу. Спасибо, до свидания.